непослушная река. Но ты человек, ты сильный, смелый, своими руками судьбу свою делай. Иди против ветра, на месте не стой. Пойми, не бывает дороги простой. Это Дима Калинин, обычный советский мальчик 11 лет. Родившись во времена великих инженеров и созидателей, он переходит в новую реальность, которая ознаменуется глубоким кризисом в технических сферах производства. На дворе начало 90-х, но журнал «Моделист-конструктор» и «Юный техник» сделали свое дело. Он любопытен. Мы сейчас находимся в деревне Уварово. У меня здесь дедушка с бабушкой жили, здесь на лето приезжал. Я до этого жил в Москве, но мне здесь больше нравится. Много чем занимались. Ко мне было лет 12, я со своим соседом решил сделать дельтаплан. Там удалить конструктор и посмотрел. Ну и так как я сразу понимал, что изобретатель не должен испытывать свои изобретения, потому что это чревато, я нашел добровольца, чтобы он был тест-пилотом. Вот это был Алексей, сосед здесь, он на год меня младше. Нашли небольшой обрывчик, постелили соломки, все, технику безопасности соблюдали. Алексей разогнался, прыгнул, пролетел мимо соломы. Я не ожидал, что он так далеко пролетит. Все-таки конструкционная прочность была плохо рассчитана, и Алексей шлепнулся, повредил себе немножко лицо. Не перестал быть моим тест-пилотом. После просмотра документальных фильмов Жака Ива Кусто мы решили заняться дайвингом, исследованием подводного мира местного озера. В качестве акваланга был модернизирован советский противогаз. Там был переделан обратный клапан, приделан толстый садовый шланг к выдоху. Этот шланг вешался на кусок пенопласта, чтобы он плавал на поверхности. И тут уже Алексей отказался, говорит, вода не мое, я не буду нырять. Вот, мы нашли Максима. Говорю, Максим, все будет хорошо, я бы сам нырнул, но я тяжеловат, воздуха много расходую. Ну и в качестве утяжеления, чтобы достичь отрицательной плавучести, был привязан камень и повешен на шею Максиму. Все бы ничего, но при погружении больше полуметра Максиму не хватало силы всоса воздуха, груз утяжеления ему тоже мешал. Ну, в общем, нахлебался Максим смачно, но остался жив, немножко расстроился, больше не принимал участия в наших экспериментах. В детстве у меня была интересная кличка, меня звали Бомбермен. Это из-за моего пристрастия, так скажем, к пиротехнике и прочему. Ну, про увлечение пиротехникой я говорить не буду, никому не советую, но было очень весело. Помню первый раз, как я сознание потерял. Вот, просыпаюсь, на меня мама смотрит, такая немножко в этом шоке. Ну, вот так вот, детство было очень увлекательно, не без травм, вот, немножко травмировался, так скажем, Бог миловал, без серьезных повреждений, ну, как мне кажется. Вот. Чудом в детстве я своем выжил. Итогом моей этой всей движухи некоторые бабушки запрещали детям со мной общаться, хотя все ко мне тянулись, мы делали здесь интересные вещи. Мне нравится деревню облагораживать, для красоты, там, для себя, для людей делаем. Бурьяна много росло. Купил себе китайский трактор, распахал все это, засеяли газоном. Сам даже на газонокосилке езжу, это как расслабление такое. Едешь, это себе, думаешь о чем-то своем, да. Очень приятно. Посадками занимаемся, вот там освещение сделали. Потом сделали пляж для людей. Вначале там мусор кидали, но потихоньку народ, когда видит, что все хорошо, чисто, уже сами за этим следят. Очень много людей летом приходит там искупаться, социализируются, так скажем. Никаких конфликтов нет. Делал здесь такой фонтанчик в виде чужого из нержавейки. Думал, его украдут, какие-нибудь цветмечки. Никто ничего не трогает. Нам соседи говорят, зачем вы это делаете, кому это надо. Я говорю, вы хотите в деревне жить, я не хочу.
Со мной, так скажем, произошла халатность, приведшая к некоторым трагическим последствиям. Я лишился левой кисти, ну и правую мне, так скажем, сильно повредил. Были некоторые повреждения, там пробило кишечник, глаз пробило, барабанные перепонки порвало. Теория Большого взрыва уходит корнями в глубокое прошлое. Роберт Гроссетист в своем трактате о свете и о начале форм описывал рождение Вселенной во взрыве с последующей кристаллизацией материи, из которой образовалось все. Эдгар Аллан По описал начало Вселенной из первозданной частицы по Божья воля. Божья воля проявилась в расталкивающей силе, разделившей первозданную частицу на атомы. Атомы распределились в пространстве, после чего расталкивание прекратилось и началось притяжение. Большой взрыв – это не взрыв в классическом представлении. Не выброс осколков и фрагментов материи из эпицентра в уже существующее пространство. Большой взрыв – это именно формирование этого пространства. Когда я стал приходить в себя в реанимации, весь покоцанный, я начал уже такое осознавать, думаю, так, у меня с глазом проблема, думаю, без глаза же одним я вижу уже хорошо. Большой палец с мизинцем на руке есть, уже тоже неплохо. Думаю, кишки зарастут, обещали, что там через годочек зашьют. Хреновато себя чувствую, и ладно. Я попросил принести мне ноутбук. И одним глазом глядя, одним пальцем по клавиатуре тыркая, я начал просто заниматься текучкой, там много всего было. И это меня из депрессивного состояния потихоньку вытаскивало. Я понимал, что будет лучше. Я помню, на 5-й день где-то лечащий врач помог мне встать. И я понял, когда я стою, я такой радостный был, думаю, ничего себе, вот я вроде стою, даже пару шажков сделать можно. Пока мозги работают, значит мы живы. Когда домой приехал, все-таки стала появляться небольшая депрессия, может быть, от перебора обезболивающих, может быть, и от разных моментов. Я помню, идет красивый снег, а я также люблю снегоходы, выхожу на улицу, мне так грустно стало, заходит ко мне сосед, говорит, мы с парнями на снегоходах сейчас выезжать будем. Я такой, возьмите меня с собой, я уже не могу здесь сидеть. Чтобы вы понимали, весом при этом во мне было 72 килограмма, и я такой бледновато-синеватого вида был. Говорит, Дим, ты чего, как ты поедешь? Я сейчас все придумаю. Мы пошли с ним, взяли на меня, надели защиту, такую полную черепашку, к ней приделали из нержавейки такой крюк, вот. Я это все себе одел, чтобы за снегоход держаться. И я помню, еду такой снежок классный, но я спокойно еду, мне тяжело еще, и думаю, какой же кайф, вот я живой. Я просто понял, что жизнь прекрасная. Себя уже списал, тут я ожил просто. Мне пришла идея в голову, что можно молодых перспективных ребят инженерными знаниями подтягивать к себе.
Инженерам надо обеспечить достойные условия жизни, выделять на что-то бюджет, образовывать какие-то команды, чтобы они сами за него отвечали. Грубо говоря, находить таких людей, где совесть лучший контролер. По многим проектам я обеспечиваю какую-то достойную зарплату и место, где проживать, а потом опцион от проекта. Основные средства получает сам инженер. Да, строим свое опытно-конструкторское бюро, там будет место притяжения. Также будем технологический хаб пробовать делать. 2 здания по 1500 квадратов построим. Вообще вся концепция в том, что разрабатывать проекты, делать опытные образцы, а потом налаживать уже не на наших мощностях производство. Заниматься чисто конструкторской документацией, разработкой проектов и производством пробной серии. Я думаю, с запуском КБ все будет намного интереснее, потому что все в одном месте будет, и условия работы будут хорошие. Я, так скажем, сам сильно удивился, когда устраивал конкурс. Очень много достойных людей с интересными проектами, неплохо проработанными. Вот один там Александр с его самокатом, что стоит. Я решил, что делаю такой самокат, какой я вот хочу, прям вот максимум. Мощность у него была 12,4 киловатта, 96 километров в час. Для этих целей пришлось разработать систему охлаждения, которая даже на данный момент не имеет аналогов. Покатавшись на этом самокате полгода, я решил, что можно сделать еще лучше. Версию самоката 2.0. Понял, что денег у меня на это, конечно же, не хватит. Решил продать первый прототип. Благо, продать прототип оказалось довольно просто. Было такое ощущение, что раз первый прототип пользовался таким успехом, что как только мы соберем второй, все, сразу же мы будем супер успешными и будем просто как горячие пирожки клепать эти самокаты. Но получилось все по-другому. И тут я понял, что сделать какой-то продукт — это даже не половина дела. Надо уметь это дело продавать. И я решил, что зря я вообще всем этим делом начал заниматься. Угробил 3 года своей жизни на эту какую-то игрушку дурацкую. Браться наконец-то за ум и устраиваться на работу. Денег там особо много не платили. Поработал месяца 1,5, выполнил план на полгода. Понял, что я не хочу ездить на работу. Это ужасно. Я решил, что надо что-то менять. Совершенно случайно наткнулся на ролик, где какой-то мужик сидел возле камина и очень вальяжно рассуждал на тему, что я тут сейчас проведу конкурс. Итак, господа, давайте теперь перейдем к проектам инвертора. На конкурс тоже пришло очень много проектов инвертора. Некоторые из них, как меня и предупреждали, тупо копии open-source проектов из интернета. Ну, мы как бы люди не глупые. Это был как раз Дмитрий Павлович. Пишет мне человек, говорит, вот я Александр, у меня вот тут готовый проект, есть такой там вот супер самокат. У Александра подход был классный, он промо-ролик выложил, всю информацию, и сразу Сане позвонил. Он говорит, ну давайте я к вам приеду, все покажу. Приехал я с самокатом. Дмитрий Павлович прям впечатлился и сказал, что тебе надо, чтобы вот этим заниматься и не отвлекаться на всякую ерунду. Я сказал, что я тут на работе работаю. Да какая нафиг работа? Зачем тебе работа? Все, что тебе нужно, говори, любое оборудование, запчасти, все, что хочешь. Людей нанимай, занимайся. Он такой удивился, такой. Мы с ним пообщались буквально 2 часа, и на следующий день он уволился с работы. С Дмитрием Павловичем оказалось комфортно работать. Действительно, когда тебе не нужно думать о том, где взять денег, ты полностью можешь посвятить все свое время проекту. Я организовал небольшую мастерскую и понял, что мне нужен как минимум 1 помощник. Это был Алексей, человек, тоже из моего же города, из Екатеринбурга. Без Лехи я бы действительно не справился. На текущий момент мы первую партию изготавливаем самокатов, 4,8 секунды до сотни, 120 км в час. Я думаю, в этом огромная перспектива. Сейчас эту тему развиваем активно. Партию самокатов ждут в Эмиратах. Вот здесь было болото, решили из нее водоем сделать. Первый раз сделали проект плотины, никогда этим не занимался. В 1 сантиметре
5 метров масштаб. То есть вот у нас дорога у нас получается 1,5. Оказалось так, что у нас в команде работает маркшейдер профессиональный. Вот Алексей, у него первое высшее образование — это управление металлорежущими станками, а второе вот разработка карьеров. Ну, короче, геодезист, маркшейдер. И он все объяснил, что я думаю, это все неправильно, что нельзя просто грунт кидать, надо глину. Короче, теперь мы знаем, как делать дамбы грунтовые. Вот. Я уже с утра по раньше пишу, всех взбодрил. Я уже, алло, Андрюха, экскаваторщик, ты где? Я что, на 15 минут опаздываю? Быстрее! Растительность очень скрепляется. Не могу так. Ну вот ты посмотри, вот да, видишь, да, вот тут видишь вот, склон, если с каким вот углом так, с да, я травой вижу, да, растет. все, это вот так и получилось. Да, просто конечно. траву Да. ну, Мы же тогда. здесь же копали так же. Всё Вот она, отлично. причем трава сама выросла. Вокруг будут еще подобные КБ разных направлений с цехами. Социалка, надо будет детский сад налепить и т.д. Сделаем огромный геоконтур на 16 километров для того, чтобы низкопотенциальное тепло из-под озера качать для тепловых насосов, для будущего технохаба. Потому что сейчас идет отопление, здесь контур 4 километра, а мы хотим 16, чтобы под водой был. Будет эффективность большая. Вот, думаю, будет это классно работать. Есть изолированная система, у нее есть стартовое какое-то положение. Если мы потом будем смотреть с течением времени эволюцию этой системы, то она естественным образом будет становиться более хаотичной, ну, то есть хаос будет нарастать. Увеличится энтропия. Когда чего-то не было, и мы, превозмогая энтропию нашего мира, создаем что-то более упорядоченное, чем было раньше. То есть творчество – это противоположность смерти. Поэтому, чтобы нам наслаждаться жизнью, мы должны творить и должны своим творчеством делиться. Но творчество должен быть зритель. Поэтому мы ищем способы, как поделиться или как воспринять чье-то творчество в хорошей кондиции. И мы обходимся некоторым заменителем в виде звукозаписи. Талантливые люди, звукорежиссеры стараются сделать так, чтобы максимально донести идею творческую до слушателя. Но, к сожалению, на этом пути становится препятствие в виде несовершенных акустических систем. Необходима очень хорошая, качественная акустическая система, которая не будет привносить какие-то дополнительные искажения, какие-то призвуки и тому подобное. То есть максимально прозрачный, чистый звук. Тогда мы можем сказать, что мы действительно услышали то, что хотел запечатлеть творец. Скорее всего, мало кто слышал о такой акустической системе, как электростаты. Это довольно экзотическая система. Сам принцип электроакустического преобразования был открыт даже раньше, чем наши традиционные электродинамические излучатели. Суть заключается в том, что для того, чтобы воспроизводить звук, используются электростатические силы. То есть, скажем так, акустически прозрачный конденсатор, внутрь которого вставлена очень тонкая лавсановая пленка, которая заряжается определенной полярностью, высоким напряжением. И когда мы подаем напряжение, меняющееся на конденсатор, акустически прозрачный, о котором я говорил, то пленка начинает синхронно притягиваться и отталкиваться то к одной пластине, то к другой. Таким образом мы воспроизводим звуковые волны. Случилось так, что один из людей, который послушал электростаты, говорит, что там у тебя происходит с этим проектом. Проектом ничего не происходило. И он, не спрашивая моего разрешения, написал Дмитрию Павловичу на почту. Пишет мне человек, вот, есть у меня, говорит, друг, но он очень стеснительный, он классную, самую супер акустику изобрел, нет, короче, аналогов в мире. Я такой думаю, какой ты гонял, потому что мне много людей пишут, что с вечными двигателями, что еще с чем-то. Зачем я ему, что он еще сам не пишет? Ну, он там стесняется, я говорю, дайте его контакт, я звоню. Я говорю, Иван, у меня сразу вопрос. Чтобы хорошо акустика звучала, нужны ли супер кабеля там, из супер там чистой меди за 10 тысяч там долларов? Он говорит, главное это сопротивление, вот и все. Я, говорит, вешалкой подсоединю, ты звук не отличишь. Я говорю, все, теперь продолжаем разговор. Хотя аудиофильские загоны мне как бы мало интересно, вот. Ты знаешь, осязаемость звука в нижнем регистре фортепиано какая-то недостаточно артикулированная.
то, ну вы меня извините, как с этим работать? Я могу эти вещи рассказывать простым, понятным языком. Вот. Но давайте не будем как-то впадать в какую-то вот эту аудиофильскую ересь. Я не понимаю, что такое теплота баса. Ну, скажем так. Говорит, Дмитрий, давайте, вы, говорит, приедьте, послушайте, и там уже решите, интересно, неинтересно. Я говорю, ну у меня как раз еще ухо не до конца зажило, я говорю, у меня дырка в барабанной перепонке, я не очень, наверное, хорошо пойму. Ну и то я зашел вот в эту студию, там у него монитор ставили, он включил, и я немножко прям даже своим этим прифигел. Очень, короче, это надо слышать, просто очень такой направленный, классный звук получился, я такой, все, точно, надо делать. Я говорю, Вань, ты чем сейчас занимаешься? Говорит, я телефоны чиню, говорит, я уже паять не могу, я уже просто устал. Я говорю, приезжай, надо домой уезжай, короче, живи здесь, работай здесь. Поговорили нормально, прям вот по телефону, вот. Ну и, в общем-то, тогда встретились, и он меня, скажем так, подобрал. Короче, я думал, конечно, все это быстрее будет. Он говорит, надо, Дима, все хорошо, но низов нету, надо делать широкополосные пробы делать. Есть теория, может быть, получится. И мы, короче, в него ушли с головой. Там было 500 моделей, но не получалось у нас с нормальной амплитудой басы вытащить. Как оказалось, это очень непростая задача, потому что сами по себе прототипы уже довольно давно работают, но в моем присутствии недостаточно просто взять и заставить работать технологию. Чтобы донести ее людям, придется вложить очень много усилий в финальную такую огранку. Потратили 2 года времени, сейчас пришли к пониманию, вот сейчас будем первые пробные партии электростатики делать, ну, с учетом того, что он работал один. Очень ошибочным является такое, знаешь, желание, я сделаю лучшую в мире акустику, да? И потом, во-первых, плохо становится, потому что ты понимаешь в какой-то момент, что это невозможно, а во-вторых, я размышляю на такую тему, знаешь как, что, а если бы я ее сделал, и что дальше? Поэтому должен быть некоторый модельный ряд, должны быть акустические системы побольше, поменьше, подороже, подешевле. Каждая будет иметь некоторый свой характер звучания. Конечно, мы постараемся иметь свой почерк, вот. Но будет везде своя изюминка. Вот. А без этого никак, без этого не обойдется. Невозможно, скорее всего, сделать это абсолютно идеальным. Вот. С другой стороны, непростительно плохо было бы делать продукт без внутреннего содержания. Просто ради того, чтобы заработать денег. Деньги – это всего лишь инструмент для созидания. Просто на них сидеть никакого смысла нет. По философии я гедонист-утилитарист. Суть жизни человека – это получение удовольствия для себя и окружающих. Хороший человек или плохой оценится том, получает ли он это удовольствие и дает ли это другим. Остальное все лирика и вода. Мне многие говорят, что я слишком добрый, так если даже смотреть чисто с бизнесовой стороны, что не моя доброта больше профита приносит. Пускай меня там часть людей обманет, в основном проценте я все равно в плюсе. Ну и так жить веселее, чем каждого подозревать. Лучше людям давать шансы. В этом я не вижу никаких проблем особо. Прям сразу понимать, на что ты попасть можешь. В позитивном виде ведения бизнеса мне больше нравится. Это, может быть, некоторые подумают, там эгоистично, но мне хочется что-то после себя оставить. Мне нравится, когда что-то создал, смотреть и думать, ух, какой я молодец, как же ж хорошо. Такое вот удовольствие получает. Дети вы мои, я ваш отец. Конструкторское бюро открылось не так давно. Здесь все ожило, заработало. Мне очень понравилось, когда все стали в КБ работать. Кооперация большая. Даже люди, работающие над разными проектами, где за кофе у них только разговоры, как что сделать, как лучше. Очень друг другу помогают. То есть какая-то есть проблема, кооперация решает. Здесь часть проектов выходит на самоокупаемость. Особо мне понравилось в последнее время. Все станки вообще не стоят. У нас много заказов по металлообработке, по опытным партиям. Сейчас всем все надо, но, видно, импортное замещение реально заработало, потому что вариантов других нет. И команда, кто работает на станках, себя абсолютно окупает, вышла в прибыль.
Сейчас вот нам требовалось расширение штата для металлообработки. Последний у нас кто-то пришел, это Алексей, ему там 20 лет всего. Ну, очень хороший профессионал, он там подтянул свою коллегу. У нас вот девушка работает оператором станков, Алиса ее зовут. Вроде срабатываем все. Чтобы какие-то инновации внедрялись, нужно больше технократа руководить. Иначе будет много издержек на административное управление. Инженер должен создавать продукт. Он не должен думать о еде, там, еще о чем-то. И вообще Обеспечивать им нормальные условия жизни, чтобы у них там жены, дети были довольны, и тогда все будет. Да, у людей божья искра в глазах, короче, есть, это прям сразу видно. Когда стараются свой проект бьются, то прям много всего интересного можно сделать. Надо немного денег и времени. люди прям с горящими глазами. Иногда мы тут прихожу в 2 ночи, здесь кто-нибудь сидит, работает. Я не заставляю столько работать, но у них бывает, что хотят доделать, а потом уже со спокойной душой идти спать. Во всем мире по инженерке специалисты очень узкоспециализированные. У нас может быть одновременно человек и 3D-модели делать, рассчитывать, и одновременно оператором станков. Это нормально абсолютно. Мне очень нравится вот технократское управление, когда не надо раздувать сильно штат, и proof of concept, тут реально 3 человека сделают. При наших реалиях это, если сравнивать там с Западом, очень недорого получается. Я пытаюсь людям донести, что жить на зарплате – это не очень хорошо. Я вам обеспечу сейчас какой-то, средний уровень жизни, но вам надо биться, пожалуйста, руководите проектом. Потому что я не могу всем руководить, у меня времени на это не хватит. Конечно, здесь есть большие риски, но лучше даже 30% проектов станут коммерчески успешными, чем ни одного. Я считаю, эти риски оправданы. Я могу рисковать, если даже что-то не выйдет, но тут-то такие вещи получаются. Вообще красота. У нас здесь запрещено употреблять алкоголь. Пожалуйста, человек может взять выходные и уехать в город, это их дело. Многие даже ушли с пути алкоголизма, так скажем, потому что я развивался, сказал, извините, выбор, либо мы бухаем, либо работаем. Мне это нравится, многие спортом каким-то занимаются, люди прям меняются, честно скажу, в лучшую сторону. Два с половиной года назад уже меня моя любимая супруга притащила в спортзал, говорит, Дим, надо это заниматься. Я думаю, как я буду там заниматься? Я думал, все на меня смотрят, тут мне как-то это плохо себя ощущаю. Уже на 2-м занятии я втянулся, купил себе еще спортивный протез, что можно было штангу поднимать. И сейчас 2-3 раза в неделю ходим в спортзал, получается неплохо. Так как у меня нету кисти, кости, они не были соединены, мне было больно больше 30-40 килограмм поднимать. А в какой-то момент дошло до того, что я смотрю, уже под 100 килограмм от груди поднимаю, и мне так не больно. И я потом что-то сижусь, без протеза щупаю, а у меня эти 2 кости хрящом таким или чем-то срослись между собой. И получилась у меня такая как бы булава единая. И мне теперь не больно, и надо двигаться дальше. Обделенным, ущербным абсолютно себя не чувствую. Все это в голове. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Burj Khalifa, Dubai Mall. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Год назад с несколькими прототипами мы съездили в Дубай, поездили по разным выставкам, доехали до Саудовской Аравии. Там действительно люди заинтересовались.
Для России продукт действительно дорогой. Там люди как-то даже не особо удивляются, почему так дорого. Их интересуют характеристики. Да, самокат за 5,5 секунд до сотни разгоняется. Он вообще сотню едет? Да ладно! И выглядит тоже эффектно. Был случай такой, подходит дедушка с внучиком, тыкает так пальцем и такой: я хочу купить. Как мне вам заплатить? Я говорю: ну вот по предоплате, и через 3 месяца самокат будет готов. Он такой: нет, слишком долго ждать. Собственно, это и подтолкнуло делать прям партию, отправить все это дело в Эмираты и уже со склада все это дело продавать. На меня вышли представители Формулы-1. Придумали они гонки на электросамокатах. В Дубай как раз привезли несколько самокатов. А не хотите сейчас посмотреть? Они прям очень впечатлились. Я бы даже сказал, они удивились. Потому что, как оказалось, у них была идея, помимо гонок по асфальту на гоночных самокатах, еще сделать другую лигу гонок по бездорожью. И они думали, а какой вообще самокат можно использовать. Тут я со своими самокатами, они такие без изменений, вот так вот как есть, так вот подходят под наши задачи. Сейчас вот они ждут от меня несколько самокатов, чтобы провести пробный этап, посмотреть. После того, как все разошлись, подъехала прям реально банда филиппинцев на очень крутой электрической технике. Мы с ними пообщались и предложили, что даркрейсинг устроим. То выглядит у тебя вроде красиво, а как оно вообще едет? Я их выиграл, но на обгоне столкнулся с другим участником заезда. Скорость была что-то в районе 82 км в час. Я решил упасть с самоката. Были у нас напряженные разговоры с организаторами гонок. В Дубае везде камеры на каждом углу. И, по-моему, даже штрафовала на неплохую сумму организаторов за то, что один из участников, хотя я там даже не участвовал в гонках, творил такой беспредел у них в городе. Когда катался на горном снегоходе с протезом, и его сразу сломал. И я начал задумываться, ну, во-первых, он денег стоит, во-вторых, я думаю, у меня долго не проживет, почему бы не сделать свое. Вначале у меня стоял с алюминиевыми пальцами, это сломался где-то через полгода, при неудачном падении выгнуло пальцы. Пальцы алюминиевые, они, ну, как бы, не очень прочные такие. Решили сделать титановые. Толстые щеки перетачивали из титана, потому что вырывало. При каком-нибудь падении или катании на горном снегоходе, не успеваешь разжать руку, все это вырывает. Ну, короче, он свое повидал. Опираясь на опыт эксплуатации Дмитрием его предыдущих протезов, стало понятно, что, в принципе, глобальная прочность конструкции – это ключевой момент. И на базе тех знаний, которые мы получили в процессе тестов, мы уже разработали новую, которая задумывалась как серийная. Потихоньку всякими модификациями мы добились вот этого, который сейчас на мне. Но это, можно сказать, вот это вот внутри. Вот у него карбоновые щеки для облегчения. Двигатель двухступенчатый, планетарный редуктор. Где-то общее передаточное соотношение, наверное, 1 к 1000. В процессе эксплуатации было выявлено слабое место конструкции. Это есть у всех подобных протезов. При ударных нагрузках на пальцы ломает шестерни. Нам пришло в голову сделать некий предохранительный механизм, назвали мы его фрикционные муфты, где промежуточная шестерня первого и второго ряда не жестко закреплены друг относительно друга, а через фрикционный механизм. И при резком ударе по пальцам проскальзывает фрикцион. Это чтобы, типа, дольше жил. Не так давно сделали свои миосенсоры, малошумящие операционные усилители. И это реально получилось. Я думал, там какой-то прям бином Ньютона сложный, но наш электронщик Герман победил это. Глаза боятся, руки делают. И главное, есть пропорциональное управление. Могу плавно сдвигать
плавно раздвигать. Можно хватать хрупкие предметы. Довольно-таки сложно делать, ну, в смысле, если бы не было пропорционального управления, вот, я его вообще с легонца зажал. Могу так с легонца сейчас отпустить. А в принципе можно было сжать, естественно. Единственное, конечно, при работе с протезом, так как нет чувства проприоцепции, это чувство положения в пространстве, мне только приходится визуально контролировать. Я, конечно, могу вот сейчас, никогда не пробовал, с закрытыми глазами это сделать. Так, прям здесь, наверное, стакан. Нет? Сейчас еще раз. Сейчас. Так. О, попал, надо же. Но это как бы сложно. Из-за того, что я его долго ношу, я привык к его длине, то есть я могу вот до носа дотрагиваться, как, знаете, этот тест там на проприоцепцию. Мы в будущем хотим сделать искусственную проприоцепцию, и тогда будет вообще все хорошо. Что еще хорошо в этом протезе? Ну, то, что он сильно прочный. Я вот весом под 100 килограмм могу на нем, в принципе, отжаться. Вот, кажется, что это просто. На самом деле на культе отжиматься вначале было не самое приятное, но сейчас я натренировался и нормально. С этим протезом я вожу автомобиль спокойно, там квадроцикл, снегоход и прочее. И протез у нас будет подходить под транскарпальное вычленение, это как у меня, когда отсутствует только кисть. Потому что протезы многих компаний по длине не подходят, а человеку физиологически надо, чтобы у него руки были одной длины, а иначе будет перекашивать. Вот так как я ношу вот культприемник, который держится на вот такой вот лайнере, на такой резинке, так редко носят. Обычно делают с локтем. Но я от этого отказался, потому вот такая вот подвижность уходит. Подвижность остается. Все боятся, что его сдернуть может, но на самом деле он довольно-таки неплохо сидит. То есть я могу вот взять вот стул, вот вполне его поднять. Это эпоксид, килограмм 6 здесь есть. Вот вполне себе поднимаю, даже носить могу. Тоже не мало какой протез так делать может. То есть, вот, ничего у меня не слетает. Могу взять. О, даже ходить. Не пробовал, кстати, так. В принципе, в этом протезе все наше, кроме двигателя. Тоже можно потом и свой сделать, но пока в этом надобности нет. Этот неплохо работает. Мы уже занимаемся сертификацией его как медицинского изделия. И думаю, пойдет это все в продакшн. У меня когда-то была продачка, короче, в детстве. Я там свои первые проектики рисовал. И я недавно на нее наткнулся, и у меня, оказывается, был рисуночек квадроцикла, короче. Прикинь. Ну и, видимо, как-то так она судьба все-таки работает и приводит туда, куда стремишься. По образованию инженер-технолог машиностроительного производства. Тянуло больше к автотематике, любой движимой технике. Сам я с востока Украины, недалеко от Луганска. Я родился и, собственно, прожил всю жизнь. Переехал, конечно, вынужденно. Раньше это был промышленный регион, где, если ты просто работаешь, тебе точно на жизнь, на нормальную хватит. Сейчас этого, естественно, нет. Я был подписан на канал Димы и услышал про конкурс инженеров. Просто написал ему лично. Он прочитал, ответил. И с этого началось знакомство. У него была какая идея? Сделать электрический квадроцикл модульный из плоских элементов на лазере нарезанных, чтобы корпус собирался как коробочки для яиц. Когда мы начинали, был конкурсный проект двигателя, инвертора, которые уже были вроде бы готовы, и, соответственно, на них строился квадроцикл. Но по итогам испытаний двигатель еще оказался сыроват, требовал доработки. Инвертор, который был для наших нужд разработан, он находился в каком-то эфемерном немножко состоянии. Нужно было искать опять-таки решение. С решением мне помог Саша, который занимается самокатом. Это был контроллер от самоката. И вот моторы выходят из строя. То есть теплоотвод еще был плохо организован, его надо было дорабатывать, и доработок очень много, а время как бы не бесконечно. Я понимал, что нельзя уже надеяться на такую компоновку, надо искать просто готовое решение. Тот козырь, который изначально был задуман, это рама, которая имеет закрытый внутренний объем в герметичное пространство. Она теперь становится неактуальна, так как двигатель один, он раздает через карданы это уже герметичность не получается создать. У нас какая-то произошла ошибка, и инвертор немножко подгорел со спецэффектами. Это повлекло за собой переборку батареи, сами элементы выжили, а вот шины и прочее пришлось перепаивать. Инвертор под замену.
Спустя 2 года после начала проекта квадроцикл наконец-то поехал, уже на том двигателе, на котором он, скорее всего, и будет оставаться. Как всегда, есть нюансы. Вот, но сейчас у нас уже скоро приступим к испытаниям второй версии. И Кирилл меня долго убалтывал, надо делать что-то типа грузовика, много бюджета не надо. Чего-чего, а Кирилл лоббировать интересы умеет. Говорю, все, говорю, Кирилл достал, делаю. Нет, там вообще прям очень печально. Да. Я решил построить грузовик, вывозить квадроциклы и как отдельный продукт. Как отдельный продукт был вопрос, что получится. Все сайд-бай-сайд в основном используются вне дорог, в каких-то сельхознуждах, развлечений там и прочего. В какую конкретно нишу попадем мы, изначально не было понятно. Он строился кратно проще, чем квадроцикл, то есть я сразу купил готовые подвески. Рама трубная, пространственная. Проекты я не делал, строил из головы и по ходу дела. И он реально за 100 дней, они из труб наварили, но я думал, ну, будет ехать. Но когда я сел на нашего крушилу, он таким кайфовым оказался. На нем вот едешь, он с пневмоподвеской, очень дикая проходимость, как он деревья ломал. И сейчас вот у нас тест дальше проходим, чтобы вы понимали, вот этот грузовик, который 2 тонны везет, 3,8 секунды до сотни разгоняется. 150 максималка. Конечно, такие характеристики не нужны, они как бы бонусом идут. Вначале машина, конечно, впечатлила, показалась достаточно мощной. Потом уже при испытаниях выявили моменты, недостаток охлаждения на этих моторах, там, моменты, когда не хватало мощности конкретно там, на каждой оси, и было принято решение поменять моторы на более тяговитые. Когда поставили более мощные моторы, у нас динамика разгона в районе 4 секунд до 100 км в час, у машины 1,8 тонны, поэтому рвало привода. Наш специалист по приводам Павел переделал 38 приводов, он посчитал. После этого проблема решилась. Машина поехала совершенно иначе. Мы поняли, что можем сделать интересную штуку, которая позволяет получать эмоции при эксплуатации на бездорожье, на проселочных дорогах, в лесу, еще где-то. И она даже получилась в чем-то интереснее, чем бензиновая версия, потому что для отдыха на природе приятно, когда ты едешь в тишине и не коптишь выхлопом. Поэтому электричка нам самим понравилась. Автомобиль для отдыха в разных сферах можно использовать. Джип-туров, каких-то личных нужд. Он не перестает от этого быть грузовиком, он вполне таскает 2 тонны, прекрасно себя чувствует. Можно возить там квадроцикл, багги или использовать как внедорожный эвакуатор. На данный момент я строю кемпер, который позволяет выехать на природу, взять с собой частичку комфорта, необходимого в наше время. По полю, там, по пересеченной местности машина идет просто как катер. Очевидное решение – это пневмоподвеска. Казалось, она делает машину очень комфортно, тем более 3 оси. Достаточно необычное ощущение. Едешь тихо по полю, покачиваешься, тебе ничего не бьет, не шатает, и при этом это еще 4 секунды до 100. Так как машина новая и проходит испытания, мы же не знаем, где его пределы, и активно их ищем. Да, такой поломки я не ожидал. Головой? А? Головой? Не, нормально. Руль Нардо. Итальянский. Руль сломался.
Даже палец. Когда ты видишь, что техника поехала, нужно, естественно, провести испытания. По квадроциклу там более-менее все понятно, сам покатался, весело, нормально. А на грузовике катаешься компанией. Компания вся на веселее, и генератор дурацких идей работает в геометрической прогрессии, поэтому каждый выезд грузовика заводит его в какую-нибудь непролазную грязь или куда, в принципе, этой технике лазить не надо. Естественно, это ведет к приключениям. Первое такое испытание, это как раз Игорь Негода приезжал, и заехали в такой небольшой брод, но он очень коварный оказался. Грязевая ловушка. Грузовик там засел, оборвал привод, и, в общем, не хватало ему приводных колес для того, чтобы выкарабкаться. С собой спасательного оборудования не было, мы в реке не смогли его вытащить. На следующий день уже ребята с цепной лебедкой приехали и доставали его из этой грязи. Когда у меня проблемы вот кистями были, и вот реабилитировал, так сказать, свою правую кисть я методом квадроциклетным. После там всех операций пальцы были закостенелые, и физиотерапия не помогала, и мы поехали с парнями на Кольский полуостров, и я в одном взял квадроцикл, говорю, дай проедусь. И получилось так, что я 200 километров ехал по кочкам, темп был высокий, приходилось очень сильно рулить, а человеческий организм так устроен, когда у тебя мозг перегружен и другие органы чувств, ты боль особо не чувствуешь, потому что тебе все время работать надо. И вот после там 3 часов поездки я поймался на мысли, что у меня рука заработала. Из-за постоянной вибрации и напряжения связки нормально растянулись, и прям вот после этого у меня все работает. Вот с этого времени я так этим и занимаюсь. Каждая спасательная операция – это своего рода приключение. Привлекает всегда народ, это СКБ. Едем всей бандой и помогаем грузовику. И не только грузовику, у нас много всяких веселых приключений. В любом деле важно отдавать себе отчет, какую цену ты платишь. Если ты хочешь реализовать какой-то проект, ты на несколько лет выпадешь из жизни, и совершенно не факт, что у тебя что-то получится. Процесс-то творческий, эмоциональный фон важен. Напряженные отношения с женой, редкие визиты домой раз в полгода. Семья моя, все там, и, естественно, и отношения на расстоянии, и как-то помогать, это все сложно. Мы так согласились, что она остается там, я здесь. Ну и, конечно, это не делает отношения лучше. Сейчас, в силу обстоятельств непреодолимой силы, есть у нас, наверное, кризис ближе уже по толку к финансовому. Ну, грубо говоря, деньги заканчиваются. Много денег вкладывается в неокр, но при текущей ситуации сложно с других проектов это все финансировать. Ну, то есть самому себе сейчас приходится ставить дедлайны, когда я буду просто фиксировать убытки и закрывать часть проекта. Надеюсь, этого не произойдет, но надо понимать, надо быть реалистом, что чтобы что-то жило, что-то придется не закрыть. По Кириллу 2 месяца дал, говорю, как хочешь крутись. Я понимаю, что это все перспективно, но очень далеко тянуть. Ему надо по-быстрому подтягивать чужих каких-то инвестиций. Просто на свое тянуть я уже не могу сейчас. Сложные вопросы задаете. Не знаю, может, завтра их выгоню все. Сейчас важно удержать проект. Ну, это первое, да? На этом будет базироваться остальные решения. Сдаваться — это самое тупое, что можно сделать в принципе. И тем более усилий уже очень много положено. Естественно, его нужно доводить до какого-то результата, иначе это все бессмысленно. Не бывает каких-то идеальных условий. Всегда у тебя будут ограничивающие факторы, проблемы, и всегда это будет налагаться на время. Время прям критически важно. Сейчас нам надо выпустить 2 модели. Это квадроцикл и грузовик. И начать это показывать аудитории, то есть возить на выставки, привлекать внимание тем или иным способом. Если мы рассматриваем пространственно-временной континуум, да, то есть пространство плюс время, то вроде бы все детерминистично, ну, то есть все предопределено. Но на квантовом уровне может провзаимодействовать, может не провзаимодействовать. Тупо вероятностная история. Что значит принятие решения? Может быть, принятие решения – это иллюзия. А вот мозг, да, аналоговая машина. В аналоговом мире есть такое понятие, как шум. Мысли, они тебя хватают, увлекают за собой. И мы просто часть всего этого вакханалии. Все равно вот какой-то есть микротолчок,
который эту мысль активирует. Откуда берется этот микротолчок? Это и есть вроде бы как твоя свобода воли или нет? Или свобода воли — это, условно говоря, вот это бушующее море хаоса, хаотического возникновения мыслей, а твоя воля — это просто подчиниться этому или не подчиниться, то есть более высокая такая какая-то функция мозга. Вот, наверное, вот эта воля. Но это уже чересчур сложно, что от этого просто можно с ума сойти. Но мы не способны вообще, мы не способны понять всю сложность этого мира. Я надеюсь, все-таки проект мы доведем до ума. Все вопросы — это моя ответственность. Решила поставить тепловой насос. Думаю, вот прочитал, вот есть тепловые насосы, по обратному циклу Рейкина работает. А почему бы самим такую вещь не сделать? Стоит дорого и как-то очень интересно. Хотя ничего в холодильном оборудовании не понимал. И вот мы в гараже первый свой тепловой насос сделали, потом захотели это как-то на промышленный уровень выйти. Ну, много времени отняло, очень много нюансов. 4 года прошло, как мы все разрабатывали, продавали мелкими сериями с переменным успехом. Тоже вот от идеи до самого завода прошло всего 1,5 года. Сама идея по себе, она ничего не стоит. Ты ее в продакшн запихни. Вот с этим огромные проблемы. Решаемые, скажем так. Если идеи-то хорошие, все за нее бьются. Фабрикатор пустой. О, закройте волосы, сейчас покажу. Прям удивляете меня. Убьете станок. Дело, насколько я понимаю, в стране не только с деньгами, что там где-то инвестиции подтянуть. Да можно подтянуть, надо понять, что делать. То есть деньги-то есть, они везде есть. Просто надо понимать, что с ними делать, как ты дальше все это осуществлять будешь. Сила места, как точки притяжения, она привлекает сюда людей разных, и ты можешь какие-то свои недостающие компетенции дополнить, посоветовавшись, пообщавшись, просто за счет того, что мы в одном помещении находимся. Если там весь Димон замысел получится, очень такие эффективное место должно быть. Планы гигантские, хочется здесь технологический хаб сделать, как-то масштабировать все это, чтобы здесь занимались не оком, а развитием технологий, выпуском мелкосерийных партий по разным направлениям. А в основном хочется углубиться в электротранспорт, в станкостроение. Это прям большая работа, но думаю, почему бы нет, рано или поздно что-то получится. Часть осилим сами, а потом будем все-таки под технохаб искать инвесторов. Главное, разрешение на строительство получить, вся техника есть, и вперед. Вот такой. Каждый человек в жизни, допустим, хочет что-то сделать. Он собрал вокруг себя людей, он дает им возможность. Касаемо инженеров, они хотят реализоваться, они хотят заработать, они хотят добиться успеха, тоже известности. Как любой изобретатель, чтобы их изобретениями пользовались, чтобы получить какое-то признание. Есть люди те, которые бегут к станкам, которые готовы оставаться, которые готовы работать 24/7. И просто, лишь бы добиться результата, они рассказывают ему о своем проекте. Действительно, они хотят от него внимания, как дети, доказать Диме, что он не просто так дал им шанс. И он выбрал их не зря. Кто-то просто тратит его время, а кто-то реально покажет результат. Не видел я, чтобы жестко кого-то контролировал. То есть ты сам себе должен быть судьей в этом. У него доверие 100%, и в процессе общения он делает выводы, какой человек. То есть если он к тебе также отнесся, он будет с тобой работать, он пойдет с тобой до конца. Ведь это же первые шаги в этом направлении. КБ, оно на вот этих проектах оно не остановится.
Их может быть десятки, сотни. Я думаю, что о нем узнают, и люди будут предлагать. В данный момент кто-то сидит дома, у него есть чертежи, есть понимание, как сделать, и у него просто не хватает ресурсов для того, чтобы реализовать свой проект. Давайте честно скажу, можно завидовать, можно как бы там недооценивать, но реально, если человек гениальный в своем роде, как бы неповторимый, вот я могу сказать так. Вряд ли Дима все это затеял для того, чтобы стать богатым. Кино, которое не имеет сценария. То есть мы, как зрители, будем смотреть за этим, но никто финал не знает. Один из тех людей, которых вот, реально искренне любишь, восхищаешься, потому что рад, что ты с ним знаком. Дальше будет еще интереснее.